Во время патрулирования океана офицеры военно-морского флота заметили странное создание, плавающее на некотором расстоянии. Сделав приближение, моряки в ужасе закричали, когда поняли, что это было. Это был еще один день для военно-морского флота Шри-Ланки, собиравшегося провести обычное морское патрулирование и тренировки в прибрежных водах. Опытный личный состав военно-морского флота видел много странных вещей в море, но они не знали, что в этот день все будет не так, как обычно. Пока они бороздили океан в то утро, их зоркие глаза заметили нечто странное, плавающее на поверхности воды. Сначала они подумали, что это могла быть мертвая рыба или большая акула, которая нашла свой конец и теперь висела в океане. Но, как послушные морские офицеры, они знали, что не могут оставить камня на камне в своих обязанностях. Они не могли просто предположить, что они видели, им нужно было провести расследование, чтобы определить, представляет ли это угрозу или это просто еще одно из тех странных наблюдений, с которыми они часто сталкиваются. Поэтому они приблизились к таинственному объекту, готовые встретить все, что грядет. Каждый член экипажа оставался на своем посту, чувства были обострены, неизвестно, что их ждет. По мере приближения истинная природа плавающего объекта начала раскрываться. То, что они увидели, лишило их дара речи, заставив закричать от неверия при виде этого ужасающего зрелища. Это была не мертвая рыба и не акула, как они сначала подозревали. Это было нечто гораздо более душераздирающее. Это было не просто создание, а животное, которое казалось совершенно не на своем месте в необъятных просторах океана, слон, борющийся с неумолимыми приливами и волнами, отчаянно пытаясь держать хобот над водой, чтобы дышать, в то же время борясь с течением. Зрелище потрясло весь экипаж, они не могли поверить, что стали свидетелями слона, борющегося со стихией посреди океана. Срочность ситуации стала очевидной, когда моряки поняли, что каждая минута была решающей. Силы слона иссякали, и они знали, что должны быстро действовать, чтобы спасти его от безжалостного моря. Несмотря на годы опыта и многочисленные спасательные миссии, ни один из моряков никогда не оказывался в такой ситуации. Размер и вес слона были колоссальным вызовом, с которым они никогда раньше не сталкивались. Но они не могли пасть духом перед масштабами задачи, они должны были найти способ помочь величественному созданию, оказавшемуся в беде. Размышляя о маловероятном сценарии, разворачивающемся у них на глазах, моряки не могли не задаться вопросом, как слон оказался так далеко от берега, оторванный от своего стада. Это была загадка, которую придется отложить, так как их непосредственной целью было организовать смелую спасательную миссию, чтобы вызволить застрявшего слона из объятий океана. Осознавая сложность ситуации и свой недостаток опыта в решении столь необычной задачи по спасению, моряки быстро связались с близлежащим центром защиты животных Шри-Ланки за помощью. Они знали, что эксперты из центра смогут дать ценные указания и советы по тому, как подступиться к деликатной задаче спасения застрявшего в коварном океане слона. С каждой минутой срочность ситуации становилась все более очевидной. Моряки понимали, что малейшая оплошность может иметь катастрофические последствия для попавшего в беду слона. А они отчетливо осознавали, что любое внезапное движение или возмущение может испугать и без того ослабевшее создание, что может заставить его потерять драгоценные равновесия и пасть жертвой безжалостных волн. Вскоре команда экспертов из Центра защиты животных прибыла на место, готовая предложить свой опыт для экстренной спасательной операции. Когда они поднялись на борт военного корабля и стали свидетелями душераздирающего зрелища застрявшего слона, борющегося со стихией, сотрудники Центра защиты животных не смогли сдержать волну жалости и сострадания к величественному созданию. Было очевидно,
что слону срочно нужна помощь, и они были здесь, чтобы ее оказать. План действий тщательно планировался и выполнялся, ставя благополучие застрявшего создания во главу угла. С помощью инструкций от персонала по защите животных был развернут отряд военных водолазов для выполнения следующей фазы спасательного плана. Их задачей было осторожно приблизиться к слону и закрепить на нем прочный трос, подготавливая его к путешествию обратно на берег на борту их корабля. Однако они столкнулись с проблемой, у них не было необходимого оборудования, чтобы поднять тяжелого слона на борт судна. Вместо этого они разработали другую стратегию – постепенно отбуксировать слона на более мелкую воду, где он сможет безопасно доплыть до берега. Несмотря на истощение слона, спасатели надеялись, что у него еще осталось достаточно сил, чтобы преодолеть путь к безопасному месту. Слоны известны как превосходные пловцы, и они рассчитывали на это. Однажды на мелководье бедное создание сможет без проблем доплыть до берега. Но они знали, что должны действовать быстро, так как продолжительная борьба слона в океане, вероятно, истощила большую часть его энергии и сил. С подготовленной командой водолазов и закрепленными тросами они перешли с главного корабля на более мелкое безопасное судно, медленно приближаясь к застрявшему слону. Осторожно окружив создание, они прикрепили тросы с величайшей осторожностью. К их удивлению, слон не проявлял признаков беспокойства от их присутствия, хотя они и не могли сказать, было ли это из-за слабости или понимания. Совместными усилиями водолазы аккуратно обвязали тросы вокруг туловища слона, обеспечивая надежное крепление. Некоторые ныряли под воду, осматривая на наличие препятствий или запутавшихся тросов вокруг ног слона, в то время как другие взбирались ему на спину, чтобы надежно закрепить тросы на его раме. Каждый момент смелой спасательной операции был задокументирован на камеру с прочно закрепленными тросами, и более спокойным слоном водолазы вздохнули с облегчением. Это было маленьким чудом успешно приблизиться и обезопасить страдающее создание, не столкнувшись с агрессией. Теперь следующим шагом было вернуться к главному кораблю, буксируя другой конец троса, чтобы они могли начать процесс вывода слона в безопасное место. Когда водолазы добрались до главного судна, они поспешили закрепить другой конец троса к кораблю, готовясь к решающей задаче вывести слона в безопасное место. Однако персонал Центра защиты животных, координировавший спасательную миссию, напомнил им о важности осторожного подхода. Они подчеркнули риски, связанные с слишком быстрым буксированием слона, опасаясь, что он может попытаться вдохнуть воздух хоботом, особенно учитывая его ослабленное состояние. Время шло, вокруг раздавался плеск волн. Моряки могли слышать слабые трубные звуки от обессиленного слона, душераздирающее напоминание о срочности ситуации. Медленно они начали буксировать корабль, осторожно вытягивая слона через океан с более глубоких вод на более мелкие. С каждым дюймом прогресса становилось все более очевидно, что это не просто спасательная миссия, а борьба за выживание. Пока они продолжали медленно буксировать величественного слона к берегу, неожиданный поворот событий едва не сорвал их спасательные усилия. На протяжении всего пути они наблюдали за силуэтом слона в воде, но вдруг он исчез, вызвав панику среди экипажа. Страх охватил всех, когда они поняли, что слон пропал без следа. Никаких следов крови, исключавших возможность нападения хищников, таких как касатки или акулы. Команда лихорадочно искала любые признаки слона, рассматривая все возможные сценарии. Возможно, трос оборвался со слона. Это казалось маловероятным. Затем они поняли, слон, вероятно, запутался в собственных ногах во время плавания и утонул. Минуту за минутой это было ужасающее осознание, наполнившее их чувством срочности, чтобы действовать быстро. В момент ясности они поняли стратегию,
которую следовало применить с самого начала, использовать буйки или спасательные круги, чтобы помочь слону оставаться на плаву, не тратя слишком много энергии. С уходящим временем и судьбой слона, висящей на волоске. Они знали, что должны действовать быстро при скоординированных усилиях персонала по охране дикой природы. Водолазы снова вступили в действие, вернуться на небольшое безопасное судно и направиться к месту, где исчез слон, следуя по закрепленным на нем тросам. На этот раз они были оснащены спасательными буями на случай, если они найдут слона и смогут поставить его в безопасное положение. Пока команда с тревогой наблюдала с главного корабля, водолазы погрузились в глубины воды в ожидании увидеть их, выныривающих вместе со слоном целым и невредимым. Водолазы быстро заметили слона недалеко от поверхности. Они почувствовали облегчение, увидев, что величественное создание борется, чтобы снова поплыть, его ноги запутались в тросах. Не теряя ни минуты, они прикрепили спасательные буи к его ногам, обеспечивая столь необходимую плавучесть и поддержку. Объединенными усилиями плавучести, яростной борьбе слона и помощи водолаза им удалось вытолкнуть слона к поверхности, пробив толщу воды. Личный состав армии и моряки на борту главного корабля издали радостные крики, увидев, как слон снова появился на поверхности, борясь за вздох воздуха. Хотя путешествие было далеко не закончено, увидев слона снова на воде, их переполнила обновленная надежда и решимость. Водолазы быстро распутали тросы, запутавшиеся вокруг ног слона, однако они знали, что создание еще имеет долгий путь до безопасного места. На этот раз они приняли решение плыть рядом со слоном, направляя его к берегу. По мере того, как шли часы, спасательная операция продолжалась, водолазы и слон медленно продвигались к берегу. Несмотря на все их усилия, они преодолели лишь 3 из 10 миль предстоящего пути. С каждым ударом волн им напоминали о грандиозности стоящей перед ними задачи, но их решимость оставалась непоколебимой, они были полны решимости спасти это создание. Минуты превратились в часы, пока они продвигались к берегу. Примерно в 2 милях от суши и 1,5 милях от более мелких вод они решили сделать передышку для столь необходимого отдыха. В воздухе витало волнение, когда они осознали, что почти завершили свое трудное путешествие. Во время перерыва они признали необходимость позволить измученному слону отдохнуть и восстановить силы. Хотя известно, что слоны могут плавать часами без отдыха, напряжение от испытания было слишком велико для этого конкретного создания. Они надеялись, что несколько минут передышки взбодрят его для финального отрезка пути к безопасности. По мере того, как перерыв подходил к концу, водолазы не могли избавиться от наплыва эмоций. Они чувствовали изнеможение и боль слона и, заглянув ему в глаза, поняли, что он был на грани. Со слезами на глазах моряки послушно нырнули под воду, чтобы осмотреть слона и убедиться, что тросы были надежно закреплены, сводя к минимуму риск дальнейшего запутывания и обеспечивая его безопасность. Они сняли спасательные буи, которые были привязаны к ногам слона. Это решение было принято, поскольку слоны по природе своей плавучие, и наличие буев только затруднило бы плавание, особенно теперь, когда они были так близки к берегу. Оставалось преодолеть лишь несколько миль. Они возобновили процесс буксировки, зная, что стоят на пороге успеха. Берег был уже виден, и они почти могли ощутить вкус победы, выведя застрявшего слона на сушу. В течение этого, казалось бы, финального и самого изнурительного отрезка пути слон мужественно и решительно плыл, медленно буксируясь к берегу. Однако персонал Центра охраны животных и дикой природы, координировавший спасательную миссию, знал, что после выхода на берег слон будет слишком обессилен, чтобы идти или присоединиться к своему стаду. Медицинское обслуживание будет жизненно необходимо для его выздоровления.
Срочно по телефону был организован медицинский отряд в бухте, готовый немедленно оказать помощь, как только слон выйдет на берег. Прошло ровно 12 долгих часов с начала спасательной миссии по спасению застрявшего азиатского слона. Наконец, они приблизились к мелководной прибрежной части океана, где ноги слона могли коснуться дна и позволить ему дойти до безопасного места. Когда большой корабль перестал тянуть измотанного слона, произошла пугающая сцена. Создание, уже слишком уставшее и дезориентированное, просто повисло в воде вместо того, чтобы продолжать плыть. Выражение изнеможения в глазах слона было душераздирающим. Для него это была не просто спасательная миссия, а борьба за жизнь. После 12 часов борьбы он находился в нескольких шагах от берега, но был слишком дезориентирован, чтобы это понять. Тронутый тяжелым положением слона, водолазы направляли и подбадривали его плавание к берегу. Неожиданно волна чудесной силы, казалось, охватила слона, когда он увидел землю впереди. С обновленной решимостью он ускорил свое плавание, используя ноги для толчков вперед и хобот в качестве трубки для дыхания. Слезы радости струились по лицам моряков, когда они наблюдали, как некогда застрявший слон триумфально возвращается в безопасное место. С каждым взмахом он приближался к берегу, его решительность оставалась непоколебимой, несмотря на изнурение, навалившееся на него. Вскоре слон почувствовал под собой твердую землю на мелководье и перестал плыть, решив слабо побрести к берегу. Все наблюдатели затаили дыхание в предвкушении момента, когда он, наконец, ступит на твердую землю. Когда слон полностью вышел на берег, волна триумфа охватила моряков и зрителей. Воздух огласили овации и аплодисменты, празднуя успешное спасение величественного создания. Это был момент чистой радости и триумфа, ознаменовавший конец ужасного испытания и начало новой главы для когда-то застрявшего слона сразу после выхода на берег. Медицинская бригада ветеринаров вступила в действие. Обессиленное ужасным опытом создание срочно нуждалось в лечении. Аккуратная и точно ветеринарная команда оказала ему помощь, решив не усыплять его из-за слабого состояния. Они осторожно сняли тросы, обвязывавшие его, при этом тщательно осматривая тело в поисках ран. К их облегчению они не нашли никаких. Они связали его слабость с истощением от перенесенных мучений. Наблюдая состояние слона, ветеринарная команда быстро приготовила диетическое питание для помощи в его восстановлении. Они срубали съедобные деревья, лианы и травы, смешивая их с добавками, такими как креатин, известный тем, что он усиливает силу и физическую форму. С опытом и сочувствием они давали питательную пищу слону, надеясь восстановить его силы и жизненную энергию. Даже ветеринары не могли не восхищаться стойким духом бедного слона. Они предположили, что слон, должно быть, пытался пересечь узкую часть реки Келани, когда его неожиданно вынесло в океан. У них навернулись слезы на глазах при мысли о лишениях, которые пришлось пережить слону, но они были благодарны за его благополучное возвращение и героические усилия моряков по его спасению. Час спустя, после употребления пищевой добавки, слон показал признаки восстановления сил. К изумлению наблюдателей, измученное прежде создание вновь обрело свой величественный вид, свидетельство его несгибаемого духа и полученной заботы. Именно тогда, в неожиданном жесте благодарности, когда корабль готовился отплыть на очередное патрулирование, слон оглушительно затрубил, выражая признательность всем, кто помог в его спасении. Звук эхом разнесся в воздухе, согревая сердце всех присутствующих. Некоторые пролили слезы, тронутые трогательным проявлением благодарности, движимой связью, сформированной между людьми и животными в трудную минуту. В конце концов, хоть измотанные физически и эмоционально, они утешились, зная,
что защитили море и спасли застрявшего в океане слона. Какая захватывающая история о спасении животного. А вы когда-нибудь спасали животных в прошлом? Как прошла та спасательная операция? Расскажите нам в комментариях. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео.